Всем привет! В сегодняшнем выпуске мы поговорим о применении денежного дерева в оздоровлении, а к концу ролика сможете узнать о вреде и противопоказаниях, поэтому досмотрите видео до конца. Еще хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрят целых 95% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Заранее спасибо и приятного просмотра. Денежное дерево. Толстянка, известная как денежное или живое дерево, относится к семейству толстянковых. Этот род насчитывает до 350 видов, большая часть которых растет в Южной и тропической Африке, также на Мадагаскаре. При этом ее лечебные свойства известны почти во всем мире. Декоративное растение, которое можно встретить дома, также называют красулой или жирянкой. Это приземистое дерево с твердым стволом и овальными мясистыми листьями. Считается, что оно не только привлекает в дом деньги, но и предрекает скорое богатство, если зацветет. Немногие, однако, знают, что цветет толстянка довольно редко. Помимо мистических свойств, это растение обладает и лечебными свойствами, не уступая в них домашнему доктору алоэ. Живое дерево не требовательно к месту и условиям выращивания, а потому вполне может заменить привычные растения на подоконнике, принеся при этом немалую пользу своими уникальными свойствами. Польза. В состав денежного дерева входит большое количество полезных микроэлементов и летучих масел, которые позволяют использовать лечебные свойства при ряде заболеваний. Чаще всего лечебные свойства толстянки используют в качестве антибактериального и противовирусного препарата. Его применяют, первое, при заживлении ранок, укусов насекомых и их обеззараживания. Также сок растения препятствует появлению отека и устраняет зуд. Второе, для борьбы с герпесом, натоптышами и мозолями. Третье, для облегчения приступов варикоза, артрита, артроза, геморроя и подагры. Четвертое, при болезнях горла и сильном кашле. Пятое, может применяться при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. Вред. В остальном лечебные свойства живого дерева практически не имеют противопоказаний. Пострадать от них могут только люди, имеющие индивидуальную непереносимость. Кроме того, использовать в лечении живое дерево запрещено беременным женщинам и кормящим матерям, а также маленьким детям, организм которых может оказаться неподготовлен. Необходимо отметить, что любое лечение должно быть обязательно согласовано с врачом. Дело в том, что живое дерево содержит мышьяк. Вещество раньше часто применялось в медицине, но сейчас его применение вызывает серьезные опасения у многих врачей, особенно при его неумеренном употреблении и самостоятельном назначении. Их опасения связаны с тем, что соединение мышьяка, которое содержится в растении, способно накапливаться в организме и вызывать отравление. Впрочем, стоит отметить, что дозы мышьяка в растении минимальны и не причинят вреда при умеренном употреблении. Перед использованием рекомендуется заранее посоветоваться с врачом, особенно если заболевания касаются внутренних органов. Превышать допустимую дозу также запрещено. Применение толстянки. В зависимости от вида заболевания применить толстянку можно по-разному. Чаще всего используют добытый сок или свежие листки, как и в случае с алоэ. Листья можно срезать и хранить около недели в холодильнике в отсеке с овощами. В этом случае они сохранят все полезные свойства. Чтобы получить лечебный сок, листья живого дерева вынимают, как следует промывают от грязи и убирают влагу, промокнув салфеткой. Затем зелень мелко рубят или пропускают через блендер. Из полученной кашицы можно выжать сок, используя марлю или же использовать самостоятельно в виде компресса. Сок переливают в стеклянную емкость и оставляют в холодильнике на 2-3 дня, затем процеживают. После этого сок толстянки можно хранить в холоде до года. Вывод. Толстянку или живое дерево любят не только поклонники фэншуя, которые считают, что широкие листья способны поглощать неблагоприятную энергию дома. Ее часто применяют и в народной медицине наравне с алоэ и другими растениями.
На этом, друзья, закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способе их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь с родными. С уважением, канал «Полезно знать».